Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую ажурную, очень красивую шаль. Она вяжется пышными столбиками и соломоновыми петлями. Шаль получается невероятно ажурная, легкая и красивая. Я буду вязать пряжей Alize Angora Gold Ombre Batik. Вот такого цвета. Буду вязать от темного к светлому. И крючок буду использовать 3,5. Это схема, по которой мы будем с вами вязать шаль. В этой шали будем использовать такие элементы, как пышные столбики, столбики с накидом, воздушные петли и соломоновые петли. Так как данный узор вяжется снизу кверху, я буду начинать вязать с темной пряжи, а вверху у меня закончится уже светлой пряжей. Одного мотка должно хватить на одну шаль. Значит, вначале мы, как обычно, делаем кольцо. Вот, и в это кольцо захватываем рабочую нить, сделали воздушную петлю, и в первом ряду нам нужно провязать пышные столбики и между ними по 2 воздушные петли. В пышных столбиках я буду делать по 4 накида. 1, 2, 3, 4. Закрепили и 2 воздушные. 1, 2. Снова пышный столбик. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные. Третий пышный столбик. И еще 2 воздушные. И последний пышный столбик. И ниточку затягиваем. И первый ряд провязан. Вяжем второй ряд. Во втором ряду нам нужно провязать косичку. Как вы видите, она повторяется во всех рядах. Это 2 пышных столбика и между ними 2 воздушные петли. Далее мы вяжем одну соломоновую петлю, столбик с накидом, 2 воздушные и снова столбик с накидом. Я уже провязала 2 пышных столбика и между ними 2 воздушные петли. Теперь будем провязывать соломоновую петлю. Вытягиваем петелечку вот так подлиннее, приблизительно чуть больше сантиметра. Захватываем крючком рабочую нить и проводим ее через нашу петелечку и снова заводим крючок под нашу вот эту вот ниточку и провязываем столбик с накидом. Давайте я еще раз покажу. Так. Мы вытягиваем нашу петельку где-то на сантиметр, может чуть больше. Захватываем крючком рабочую нить и немного как придерживаем эту ниточку. Вот пальцами я придерживаю ее. Крючок заводим под эту ниточку, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Вот это мы провязали соломоновую петлю. Теперь под арочку из 2 воздушных петель по центру нам нужно провязать 1 столбик с накидом
2 воздушные петли, еще один столбик под эту же арочку и снова провязываем соломоновую петлю. Вытягиваем, я делаю воздушную петлю для закрепления, а потом провязываю соломоновую петлю. Вытянули ниточку, захватили рабочую нить и ее придерживаем под эту ниточку, заводим крючок, захватили рабочую нить и провязали столбик без накида. И снова провязываем в конце 2 пышных столбика и между ними 2 воздушные петли. Вяжем третий ряд. В третьем ряду я уже провязала 2 пышных столбика и между ними 2 воздушные. Теперь провязываем соломоновую петлю. Я делаю воздушную петлю для закрепления. И теперь провязываем соломоновую петлю и столбик без накида. Теперь под арочку из 2 воздушных петель нам нужно провязать 4 столбика с накидом и между ними по одной воздушной. Вяжем 1 столбик воздушная, 2 столбик воздушная, 3 столбик воздушная и 4 столбик в эту же арочку. И теперь я делаю воздушную петлю для того, чтобы провязать соломоновую петлю. Провязали третий ряд и далее заканчиваете пышными столбиками. Вяжем 4 ряд. Я уже провязала пышные столбики в начале, для закрепления сделала воздушную петлю и снова вяжем соломоновую петлю. Провязали одну соломоновую петлю и теперь под каждую воздушную петлю нам нужно провязать по 2 столбика и между ними по одной воздушной петле. Вот под первую воздушную петлю провязываем 1 столбик, воздушная петля, и сюда же провязываем 2 столбик, воздушная петля. Под следующую воздушную петлю в предыдущем ряду провязываем 1 столбик с накидом, воздушная петля, сюда же провязываем 2 столбик, воздушная петля, и под следующую воздушную провязываем тоже 1 столбик, воздушная, и снова сюда провязываем столбик. Я закрепляю воздушной петлей, делаю соломоновую петлю и завершаю ряд пышными столбиками. Вяжем 5 ряд. Пышные столбики в начале я уже провязала. Провязываем соломоновую петлю и теперь нам нужно провязать такие же столбики с воздушными петлями, как мы вязали в 4 ряду, только их будет большее количество. Под первую воздушную петлю провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда снова провязываем столбик с накидом, воздушная петля. Под следующую воздушную снова столбик, воздушная, столбик, вот так. Снова повторяем под следующую воздушную, воздушная петля, столбик, воздушная, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля и столбик. Вот мы провязали точно так же, как в 4 ряду, только большее количество столбиков. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбиков. Делаю воздушную петлю для закрепления и
провязываем соломоновую петлю. И снова завершаем ряд пышными столбиками и между ними воздушные петли. Вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду я провязала пышные столбики. Теперь провязываем соломоновую петлю. Провязали. И далее под каждую воздушную петлю в предыдущем ряду нам нужно провязать по пышному столбику и между ними по воздушной петле. Вот у нас первая воздушная петля. Мы под нее провязываем пышный столбик с 4 накидами. 2, 3. Вы можете делать больше накидов, можете меньше, как вам нравится. Вот провязали первый пышный столбик, сделали воздушную петлю. Под следующую воздушную провязываем еще один пышный столбик и воздушная петля. Под следующий и воздушная петля. Так провязываем под каждую воздушную. У нас должно получиться 9 пышных столбиков. Вот я провязала, у меня получилось 9 пышных столбиков и между ними по одной воздушной. Теперь я делаю воздушную петлю для закрепления, соломоновая петля и заканчиваем ряд пышными столбиками. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду я провязала пышные столбики, сделала воздушную петлю и теперь будем провязывать 2 соломоновые петли. Вот провязали одну, закрепили столбиком без накида, и теперь снова вытянули петелечку подлиннее и провязываем вторую соломоновую петлю. Вот мы их провязали, 2 соломоновые петли. Далее под первую воздушную петлю между пышными столбиками мы провязываем столбик без накида. Теперь 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и под следующую провязываем столбик без накида. И вот такие арочки, снова 4 воздушных, 2, 3, 4, столбик без накида. И таких арочек у нас должно получиться 7 штук. Провязываем. Я провязала 7 арочек. Теперь делаю воздушную петлю для закрепления и провязываем 1 соломоновая петля и 2 соломоновая петля. Провязано 2 соломоны. И заканчиваем ряд пышными столбиками. Вяжем 8-й ряд. Уже провязанные пышные столбики и между ними по 2 воздушные. Воздушная петля и вяжем 1 соломоновую петлю. Вот провязали 1 соломоновую петлю. Теперь делаем накид и в серединку, вот в предыдущем ряду, там где у нас было 2 соломоновые петли, мы в серединку под 2 половиночки захватываем и провязываем столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли и снова в середину соломоновых петель провязываем 2 столбик с накидом. Теперь воздушная петля для закрепления, я их делаю, и провязываем соломоновую петлю. Вот провязали соломоновую петлю. Теперь под первую арочку из воздушных петель мы провязываем столбик без накида. 4 воздушных, 2, 3,
4, под вторую арочку столбик без накида. Еще раз 1, 2, 3, 4 и столбик без накида. И так провязываем до конца. В этом ряду у нас будет на одну арочку меньше, чем в предыдущем. 6 арочек. Вот я провязала 6 арочек. Из последней теперь закрепляем воздушной петлей, делаем соломоновую петлю и снова провязываем в середину наших соломоновых петель в предыдущем ряду столбик с накидом, 2 воздушных и снова повторяем столбик с накидом. Теперь еще одна соломоновая петля и заканчиваем ряд пышными столбиками. Вяжем 9 ряд. Вот провязала пышные столбики, сделали воздушную петлю и провязываем соломоновую петлю. Провязали. Теперь в нашу вот арочку в предыдущем ряду нам нужно провязать 4 столбика с накидом, между ними по воздушной петле. 1 столбик воздушная, так, второй столбик воздушная, третий столбик воздушная и четвертый столбик. Вот мы их все провязали. Снова для закрепления сделали воздушную петлю, провязываем соломоновую петлю. Вот не очень длинные петелечки делаем. И под первую арочку провязываем столбик без накида. 4 воздушных, 2, 3, 4. Под следующую арочку столбик без накида. И провязываем так до конца. Наши арочки в этом ряду будет на одну меньше, будет 5 арочек. Вот провязали 5 арочек. Теперь воздушная петля для закрепления. Вытянули петелечку для соломоновой петли. И повторяем то, что мы с вами вязали в начале ряда. Нужно в арочку предыдущего ряда провязать 4 столбика и между ними по воздушной петле. 3 и 4. Вот так, как мы вязали в начале ряда. Воздушная петля, провязываем соломоновую петлю и пышные столбики. Вяжем 10 ряд. В 10 ряду, вот я уже провязала пышные столбики, провязываем соломоновую петлю. И теперь под каждую воздушную петлю нужно провязать по 2 столбика и между ними по воздушной. 1 столбик, воздушная петля. Сюда же провязываем второй столбик, воздушная. Третий столбик под следующую, воздушная. Сюда же провязываем 4 столбик, воздушная петля. 5 столбик, воздушная, и сюда же провязываем еще 1 столбик. Вот так сделали воздушную петлю и провязываем соломоновую петлю. Снова возвращаемся к нашим арочкам. Под первую арочку провязываем столбик без накида. 4 воздушных, 1, 2, 3, 4 и под следующую арочку столбиком без накида. И так провязываем до конца. В этом ряду у нас будет 4 такие арочки. Вот я провязала 4 арочки. Теперь соломоновая петля. И снова повторяем 6 столбиков и между ними по воздушной петле.
один столбик, воздушная, сюда же второй столбик, воздушная, третий столбик, воздушная, четвертый столбик, воздушная, пятый столбик, воздушная, и сюда же провязываем шестой столбик и закрепляем воздушной петлей. Делаем далее соломоновую петлю и пышные столбики. Вяжем 11 ряд. Я провязала пышные столбики. Теперь провязываем соломоновую петлю. И далее под каждую воздушную петлю провязываем по 2 столбика и между ними по воздушной петле. Всего получится 10 столбиков. Так, первый воздушная, сюда же провязывая второй столбик, воздушная, под следующую третий, воздушная, сюда же четвертый, воздушная, под следующую пятый, воздушная, сюда же шестой, воздушная, под следующую седьмой, воздушная, сюда же восьмой, воздушная, и под следующую девятый, воздушная, и 10 столбик. Вот мы их все провязали. 10 столбиков. Снова воздушная петля для закрепления, соломоновая петля, и под первую арочку столбик без накида, 4 воздушных, под следующую столбик, 4 воздушных, столбик без накида, 4 воздушных, столбик без накида. Всего у нас получилось 3 арочки. И повторяем с вами далее то, что вот мы с вами связали. Соломоновая петля, 10 столбиков и между ними по воздушной петле соломоновая и пышные столбики. Вяжем 12 ряд. В 12 ряду провязываем пышные столбики, воздушная для закрепления, соломоновая петля. И теперь, так же как мы вязали в 6 ряду, под каждую воздушную петлю нам нужно провязать по пышному столбику и между ними воздушная петля. Вот провязали первый пышный столбик, воздушная, под следующую провязываем второй, воздушная, и так далее. У нас будет 9 пышных столбиков. Вот провязали 9 пышных столбиков и между ними по одной воздушной. В конце, как обычно, делаем воздушную петлю и провязываем соломоновую петлю. Теперь под первую арочку провязываем столбик без накида, 4 воздушных, под вторую столбик без накида, 4 воздушных и еще столбик без накида. Всего у нас получилось 2 арочки. И далее повторяем то, что мы с вами вязали. Соломоновые петли, пышные столбики, между ними одна воздушная, снова соломоновая петля и пышный столбик. Вяжем 13 ряд. Я провязала пышные столбики. И теперь, так как мы вязали в 7 ряду, нам нужно провязать 2 соломоновые петли. Вот мы провязали 1 и за ней провязываем вторую. И теперь снова будем вывязывать арочки из воздушных петель над пышными столбиками. Столбик без накида, 4 воздушных петли, столбик без накида, 4 воздушных петли, столбик без накида. И так вяжем до конца. Здесь у нас будет таких арочек 7 штук. Как провязали 7 арочек,
провязываем соломоновую петлю. И у нас здесь осталось 2 арочки. Вот под первую столбик без накида, 4 воздушных и столбик без накида. И далее повторяем соломоновую петлю, 7 арочек по 4 воздушных петли, 2 соломоновые петли и пышные столбики. Вяжем 14 ряд. Провязали пышные столбики. Теперь 1 соломоновая петля. И снова, так как мы вязали в 8 ряду, вот там, где у нас 2 соломоновые петли, мы в серединочку провязываем столбик с накидом, захватываем там 2 петелечки, 2 воздушные, снова сюда провязываем столбик с накидом, закрепили воздушной, соломоновая петля, столбик без накида и 4 воздушных, столбик без накида. И так провязываем далее наши арочки. Здесь будет 6 арочек. Провязали 6 арочек, сделали воздушную петлю, провязываем соломоновую петлю одну, и теперь под арочку, вот там, где мы вязали, под нее провязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушных, и сюда же провязываем 2 столбик с накидом. И теперь соломоновая петля, столбик без накида под арочку из воздушных петель. И далее снова формируем наши арочки из 4 воздушных петель, соломоновая петля, 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные, соломоновая и пышные столбики. И когда мы дошли до 14 ряда, снова возвращаемся к 9 ряду. И так повторяем с 9 по 14 ряд. И вот такая красота у нас получается. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!